Здорово, народ! Светлые и добрые истории — это, конечно, хорошо. И об одной из них мы поговорили с вами в прошлом видео. Однако так уж повелось, что почти все хорошие игры сделаны в мрачном стиле. Наша сегодняшняя игра тоже выполнена в этом сеттинге. A Plague Tale: Innocence. Приключенческий стелс-экшен с элементами хоррора от французской компании Asobo Studio, выпущенная 14 мая 2019 года. Эта игра стала первым самостоятельным продуктом от Asobo Studio с 2009 года, когда эти разработчики выпустили игру Fuel. После чего целых 10 лет, вплоть до 2019, компания занималась мелкими и не очень успешными проектами. Но после создания A Plague Tale: Innocence игра заимела коммерческий успех. К июлю 2020 было продано более 1 миллиона копий игры, а 18 октября 2022 уже вышло продолжение A Plague Tale Requiem, но про нее поговорим в другом видео. История, которую рассказывает нам игра, происходит в 1348 году во Франции во времена эпидемии чумы и столетней войны между королевствами Англии и Франции. Мы играем за молодую 15-летнюю девочку благородного происхождения по имени Амиция Дерун, живущая в Аквитании. Ее 5-летний брат Гюго с рождения болен неизвестной болезнью. Ее мать Беатрис, алхимик, пытается создать лекарственный эликсир, чтобы вылечить своего сына. Амиция очень редко видится с матерью и практически с ней не разговаривает, а младшего брата она вообще не видела. Из-за его болезни Амицию не подпускали к нему с рождения. В итоге они хоть и кровные брат и сестра, но по факту являются совершенно чужими и незнакомыми друг другу людьми. Единственный родственник, с кем Амиция общается постоянно и много, это ее отец Роберт. Начало не предвещает никакой беды. Девочка отправляется на охоту с отцом. Они пытаются поймать дичь на ужин, гуляют по лесу, мило беседуют, смеются, и папа учит дочь стрелять из пращи. Но по возвращении домой к ним в поместье вламываются солдаты Святой Инквизиции и требуют отдать им Гюго. Естественно, родители не собираются отдавать родного сына Инквизиции, из-за чего те устраивают в поместье Дерунов настоящую бойню. В этом хаосе мать все же знакомит сестру с братом, говорит, что все будет хорошо, и наказывает детям пуститься в бега, пока их не поймали солдаты. Таким образом, 15-летняя девочка и 5-летний мальчик в мгновение ока из благородных отпрысков превратились в беглецов, у которых больше нет родного дома. Вокруг чума, война, смерть, крысы и солдаты Инквизиции, которые постоянно их преследуют и хотят Амицию убить, а Гюго забрать. Брат и сестра единственные, кто остался друг у друга во всем мире, несмотря на то, что они только что познакомились, и они должны выжить. Поскольку Гюго еще очень мал и болен, Амиции приходится очень быстро повзрослеть. Она начинает заботиться о своем младшем брате и делать все, что придется, чтобы выжить. Что касается геймплея, то скажу сразу. При создании игры разработчики вдохновлялись такими играми, как The Last of Us и Brothers: A Tale of Two Sons. Поэтому он здесь максимально похож на геймплей из The Last of Us. Тут нет побочных заданий и открытого мира, только прямое коридорное прохождение основной сюжетной линии. Солдат можно обойти, спрятавшись в высокой траве и никак с ними не контактировать, либо же отвлечь, кинув в сторону кувшин или камень во что-то металлическое для громкого шума. И пока он будет проверять, что же там такое, проскользнуть мимо. Весь геймплей построен на стелсе. Наша протагонистка, конечно, вооружена пращей, и иногда можно убить стражника, метнув камень ему в башку, но такие случаи подворачиваются нечасто, и работает это только против солдат без шлемов. Если солдат в шлеме, вы ничего ему не сделаете своим камешком. По ходу игры Амиция будет учиться делать всякие особые снаряды при помощи алхимии, которые можно будет метать в солдат. Его шлем будет нагреваться, и он вынужден будет его снять, чтобы мозги не расплавились, а потом уже метать в него камень. Но снаряды не бесконечные, и ресурсы, из которых они создаются, тоже. А поскольку это не гринделка, число материалов, которые можно подобрать, ограничены. К тому же, как я уже сказал, игра прямолинейная. Это значит, что если вы пропустите какие-либо ресурсы в локации на определенном уровне, позже вернуться назад и забрать их уже не получится. Вдобавок, материалы, из которых создаются боеприпасы, еще и нужны для улучшения снаряжения Амиции. Пращи для урона, сумки для большего места, обуви для меньшего шума и так далее. Именно поэтому стоит всегда стараться проходить все тихо и только в крайней необходимости расстреливать всех пращей. Для улучшения снаряжения нам нужны инструменты и верстак. Все как в The Last of Us. Эти столы для улучшения разбросаны почти в каждых уровнях. Наш маленький брат не просто обуза, которую Амиция постоянно таскает с собой за ручку. Гюго хоть и маленький, но далеко не самый тупой. Он будет
будет время от времени нам помогать, пролазить в мелкие дыры, куда миссии не пролезть, и открывать нам окно или дверь изнутри, чтобы сестра смогла пролезть. И по ходу развития сюжета мы будем встречать других людей с разными особенностями, которые также будут помогать нам решать головоломки, попадающиеся на пути, а их будет немало. Загадки — это одна из основ геймплея, как и стелс. В начале видео я упомянул крыс. Игра не лишена небольшой доли мистики, к которой относятся эти грызуны. В A Plague Tale Innocence крысы не просто разносчики чумы, наводнившие всю Францию. Это монстры, способные заживо обглодать до костей даже солдатов в фулл броне. Их очень много, и они везде. На уровнях с нашествием крыс на экране может находиться одновременно до 5000 крыс. Но поскольку эти мелкие твари являются порождением тьмы, то и орудуют они только во тьме, ночью или в подземелье. И боятся они только света. Отбиваться от них помогут факелы и фонари. Как бы парадоксально это ни звучало, но крысы являются нашим кошмаром и нашим союзником одновременно. А все потому, что благодаря крысам мы можем по стелсу проходить стражу. Достаточно лишь погасить камнем из пращи фонарь в его руке, и он мгновенно станет закуской этих тварей, и можно будет спокойно идти дальше. Ибо стражи уже нет, а крысы заняты поеданием этого вкуснейшего инквизитора. Большинство игр требует от нас молниеносной реакции, усидчивости, упорства, но эта игра требует от нас внимательности. Нужно очень тщательно и внимательно осматривать местность, в которой мы находимся, и придумать, как выжить. Метнуть камень в солдата, кинуть камень в металл для шума, кинуть кувшин для шума, погасить фонарь, чтобы на стражу напали крысы, или сбить труп, подвешенный на цепи, чтобы крысы отвлеклись на поедание мертвеца и оставили вас в покое, потому что права на ошибку у нас нет. Если стража нас заметит, сразу же убьет. Устроить мощный файт не получится. В девочку либо сразу прилетит копье или стрела, или страж насквозь пронзит ее мечом. То же касается и крыс. Если Амиция хотя бы одной ногой вступит в толпу крыс, ее мгновенно заживо съедят. Нужно быть очень внимательным. Кстати, тоже касается и наших напарников. Нужно еще следить, чтобы их не обнаружила стража и чтобы они не попали в лапы крыс. Хочу отметить, что атмосфера в игре зашкаливает. Дети, пытающиеся выжить в жестоком мире. Характер персонажей, музыкальное сопровождение, крысы, весь этот ужас. Маленький Гюго, который, несмотря на все, остается беззаботным ребенком и радуется мелочам. Их перешептывание в кустах, чтобы стража не услышала. Страшные эмоции Амиции после первого убийства человека ради спасения брата. Все собрано в единое гармоничное повествование. Это очень мрачное, страшное, но интересная история. Из минусов я могу выделить только один. Игра короткая. Ее можно пройти за 10-12 часов. Однозначно рекомендую всем поиграть в A Plague Tale Innocence. Вы точно получите удовольствие. Также я буду проходить эту игру на стриме, так что подписывайся на канал, чтобы не пропускать прохождение и выпуски новых роликов. Не забудь поставить лайк на это видео и напиши свое мнение о игре в комментариях. И поскольку мы во Франции, au revoir, или это не по-французски, да похер вообще.